Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что сможет принести мир в Украину за один день. Данное заявление грандиозное, учитывая тот факт, что украинско-российский военный конфликт длится несколько лет. Может ли Трамп воплотить в жизнь свои заявления? И как это скажется на России и Украине? Ответ на все ты узнаешь в этом ролике, досматривай его до конца. Не будем терять ни секунды. Погнали. Итак, Дональд Трамп — это кандидат в президенты США от республиканской партии. Он является прославленной личностью, о которой слагают легенды. Одни люди считают, что Трамп окончательно развалит Америку и НАТО своими действиями, а другие наоборот, верят, что он вернет Америке былое величие, которое пошатнули Россия и Китай, ибо так говорит даже его лозунг «Сделаем Америку великой снова». Как оно все будет, мы гадать не будем, ибо в первую очередь нам важно влияние Трампа на конфликт в Украине и какая выгода Дональду Трампу от его завершения. В первую очередь Трамп придерживается политики изоляционизма. Он прекрасно видит, что внутренние проблемы в США лишь усиливаются и хочет всеми силами исправить это. Например, в США наблюдается упадок промышленности, увеличение госдолга, огромное количество нелегальных мигрантов. Это все давит на экономику США, не давая возможности конкурировать с набирающим обороты Китаем. Чтобы хоть как-то противостоять внешним врагам, Америке необходима передышка для наращивания мощности. И именно для получения этой самой передышки Трамп готов пойти на жертвы. Также США уже не являются гегемоном, который может диктовать свои условия каждому. Теперь в одиночку Америке не справиться с Россией и Китаем, и потому Соединенным Штатам важно подключить союзников в глобальное противостояние. И в первую очередь союзников с Европейского Союза и НАТО. Трамп угрожает вывести Америку с НАТО не для того, чтобы окончательно развалить Союз, а для того, чтобы заставить европейские силы вкладываться в военное дело и помогать Соединенным Штатам в их геополитической борьбе. А конфликт в Украине не просто не дает это сделать, а и истощает военные склады НАТО. Это очень рискованно в нынешних реалиях, когда Китай в любой момент может напасть на Тайвань и еще сильнее усилить свое влияние в мире. При таком раскладе США придется оставить Украину на растерзание России и задействовать все возможные ресурсы на борьбу с Китаем. Это будет огромный просчет американцев, который Трамп и хочет избежать. Его желание вернуть мир в Украину обусловлено не огромным количеством жертв в ходе украинско-российского конфликта, а холодным расчетом, в результате которого США оставит рычаг давления на русское государство. Именно потому заявления Трампа про мир за один день выглядят правдоподобными. Но не только холодный расчет заставляет Трампа желать мира в Украине, а и личная выгода. Ему выгодно прекратить конфликт, потому что в первую очередь американцы не богатеют на конфликте, как думают многие. Богатеют только оружейные компании, которые производят технику и боеприпасы. А они, в свою очередь, поддерживают демократическую партию, главных врагов Трампа. Прекращение конфликта в Украине ознаменует перекрытие основных доходов оружейных компаний, которые поддерживают демократов, и значительно ударит по врагам Трампа в будущем. Также отдельного внимания заслуживает и личная неприязнь Трампа к президенту Украины Зеленскому. Владимир Зеленский несколько раз выступал против Трампа, покрывая множество коррупционных схем демократической партии. Особенно кейс с компанией Бурисма, где в отмыве денег был заподозрен сын Байдена. Возможно, если бы информация о Бурисме приобрела широкой огласки, то Трамп стал бы президентом США вновь. Но это не важно. Важно то, что Трамп не доверяет Зеленскому, и его сын буквально показывает это своими постами в соцсети X. Так что Трамп будет прилагать все усилия для того, чтобы завершить конфликт в Украине. Это очевидно. Однако, как это отразится на России и Украине? Наш разбор начнем с Украины. Это государство сможет обрести кратковременный покой. Народ Украины вздохнет с облегчением и перестанет испытывать многие военные трудности. Конечно, в стране останется экономический кризис, который поначалу усугубится ввиду того, что многие военные вернутся домой, и это увеличит рост преступности, а также несогласия в обществе. Но это больше выгодно украинцам, чем наоборот. Интересы непосредственно украинского государства кроются не в возвращении границ 1991 года, как считают многие, а в сохранении экономической дееспособности страны. Если Украина и дальше продолжит воевать, проводить мобилизацию и ухудшать жизнь граждан, то она рискует распасться как страна, а многие ее люди убегут за границу, если не наступит мир или перемены на фронте в пользу Украины. Потому что эти люди посчитают, что в этой стране уже все потеряно. Это прекрасно понимают все мировые политики. И потому мирные соглашения будут подписаны после возвращения Трампа. И они окажутся выгодными Украине.
украинскому народу. Россия же, подписав мирные соглашения, сможет прекратить войну на истощение. Однако, сохранение прозападного украинского государства, даже если оно будет неспособным на самостоятельное существование, является прямой угрозой для Российской Федерации. Расстояние от украинского города Сумы до Москвы составляет 600 километров, и если украинская сторона нарушит соглашение и вступит в НАТО, то под угрозой обстрелов окажется основная русская промышленность в центре страны, если НАТО захочет эскалации с Россией. А Украина вряд ли после заключения мира будет тихо сидеть, потому что Трамп не хочет мира, как я уже говорил. Он не меценат. Ему нужна передышка для вооружения Европы. Хочет ли украинский народ воевать или не хочет, это не играет роль. Ибо если Трамп захочет привлечь Украину в НАТО для давления на Россию, то он обязательно это сделает. И для русского государства перемирие в Украине моментально превратится в фатальную ошибку. Как политик Трамп куда опаснее, чем Байден или кто-то там еще с демократической партии. Как он справится с правлением в США, покажет время. Потому слова Трампа о том, что он может закончить конфликт в Украине за один день, являются довольно правдоподобными. И за этими словами скрывается огромный геополитический смысл, суть которого состоит в том, что Америка хочет ослабить своих главных геополитических соперников в виде России и Китая. Если Трамп заставит подписать Россию и Украину мирный договор между собой, то это будет означать начало перераспределения мирового влияния, в котором будут участвовать США, Россия, Китай и, возможно, какие-то другие политические игроки. Суть этой борьбы будет состоять в том, что каждая страна будет пытаться увеличить свое влияние в мировом обществе и показать, что именно она является самой сильной на планете Земля. Кто победит в этом противостоянии, покажет время. И если ты хочешь за этим следить, подпишись на мой канал. Спасибо, что досмотрел до конца. И до новых встреч!